Добрый день! Сегодня мы рассмотрим способ подключения анализаторов спектра в общую измерительную систему в случае, если они находятся на значительном расстоянии друг от друга, а также продемонстрируем синхронность отображения полученных данных. Для примера нам потребуется 4 контроллера, в нашем случае 4 анализатора спектра Z034, один коммутатор, один компьютер и программное обеспечение ZLab. К каждому контроллеру мы подключили по 3 вибропреобразователя. Для начала работы необходимо соединить все используемые контроллеры и компьютеры в одну локальную сеть. Для этого при помощи кабеля Ethernet, входящего в комплект поставки, мы подключаем анализатор спектра к коммутатору и подаем питание. То же самое проделаем с остальными контроллерами и персональным компьютером. Запускаем программное обеспечение ZLab, открываем программу подключения устройств по Ethernet. Для корректной работы необходимо, чтобы все анализаторы и компьютер находились в одной подсети. Программа подскажет, если это не так, и поможет сменить IP-адрес на необходимый. Чтобы убедиться, все ли анализаторы подключены к компьютеру, запустим программу диспетчер устройств. И убедимся, что все 4 контроллера отображаются в программном обеспечении. Теперь посмотрим синхронность работы устройств при регистрации данных. Для этого запустим программу «Универсальный осциллограф». Выберем все подключенные каналы. И произведем воздействие. Как видим, устройства зафиксировали воздействие синхронно. Для того, чтобы произвести архивацию данных, необходимо запустить программу «Запись сигналов» из меню регистрации. Данный способ позволяет подключать контроллеры, стоящие друг от друга на расстоянии до 100 метров. Используя при этом для обработки данных всего один компьютер. Также расстояние может быть увеличено с использованием повторителей. Большое спасибо за внимание. До скорых встреч!